Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я, как вы помните, Карина, таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на моей новой замечательной колоде Таро Джейн Остин. Единственное, что это не совсем Таро, потому что 53 карты в этой колоде, но все-таки это очень интересная колода. Там есть тоже различные старшие, младшие арканы, и все это как бы смешано с практикой игральных карт и Ленорман. Ну, в общем, вы увидите все сами. Колода очень высокого качества, и гадать мы будем с вами на предстоящее событие. Естественно, интересным способом, потому что сейчас мы с вами изучаем новогодние и святочные гадания. И, конечно же, раз мы с вами в такое время живем, что начало года, тут же, значит, скоро святки, тут же скоро у нас, значит, всякие праздники, да, и, естественно, нам хочется погадать о предстоящих событиях, посмотреть, заглянуть в будущее. Именно с помощью вот таких вот интересных всяких карт, колод, да, и с помощью интересных древних гаданий. Вот такая у нас колода, видите, она очень красивая и невероятно качественная. Вот вы посмотрите, какая она, вот видите, какая структура карты, видите? То есть это вот такая вот очень хорошая колода. То есть она реально вот такая вот, знаете, вот прям шершавенькая, ребристенькая, такая прокрашенная очень хорошо карта. И бумага такая вот, ну, очень качественная, интересная. В общем, сегодня одно удовольствие будет гадать. Итак, все о предстоящих событиях в вашей жизни. Мы сейчас с вами будем выкладывать 3 карты. Ну, 3 позиции, да. Видео, заметьте, всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, когда вы его открыли. И вот первая карта, это в каком аркане или в какой карте вы сейчас живете. Мы ее положим в серединку круга и будем выкладывать вокруг карт, вокруг карты круг, да, из карт, и бросать камушек. И этот камушек будет падать на определенную карту, которая и покажет предстоящие события в вашей жизни. То есть все вот так вот интересно. Итак, выкладываем, значит, 3 карты. Это ваш сигнификатор, да, как вы помните, ваш сигнификатор. Итак, значит, 3 сигнификатора. Вы можете по сигнификатору выбирать, а можете по, значит, нашим обозначениям. Вот первый, значит, духи синенькие, темно-синие, да. Вторые у нас будут желтые. И третий давайте сделаем голубые сегодня вот так. Синие, желтые, голубые. Выбирайте то, которое вам больше всего ближе, да, или по сигнификатору. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону, да. Я вот взяла такой наш, видите, Берг Кристалл, наш горный хрусталь, такой камушек, который будет кататься, да. И вот мы сейчас с вами его будем вот так запускать, и он будет по кругу, в круге, да, выбирать какую-то карту для вас. Итак, убираем последние 2 позиции в сторону. И оставляем наши темно-синие вот такие духи. Известной марки. Не буду говорить, какой, здесь нельзя. И первая карта, это в каком аркане вы сейчас находитесь, в какой карте вы живете, да. Вы живете в карте туз мечей, туз пик, извиняюсь. Вот, тут у нас также, знаете, вот такие вот обозначения у мастей, да. И вот вы видите здесь такого джентльмена, вот смотрите, такого мужчину. У мужчины есть трость или шпага, или что там, хлыст, не знаю. Вот, он такой немножко строгий, как будто бы. У вас действительно есть лидерские качества в характере, мужские качества. Это совершенно точно, это неоспоримо. На сегодняшний день, возможно, вы выполняете некоторые мужские даже функции в жизни, да, если вы даже женщина. Ну и, соответственно, раз у вас такая карта выпала, да, то есть, естественно, говорит о том, что вам приходится много чего делать. Ну, то есть сейчас в жизни у вас активная какая-то фаза, да, и вам, ну, нужно что-то начинать, что-то там, значит, за что-то отвечать, да, и вы не можете, не имеете права сложить, так скажем, голову или засунуть ее в песок,
а именно должны что-то постоянно вот предпринимать в жизни, чтобы оставаться на плаву, да. Карта неплохая, она показывает именно целеустремленного, яркого такого человека. Этот человек способен на все, абсолютно на все, потому что ему иначе в жизни ничего не остается. Если он сдастся, лучше точно не будет, да? И вы это отлично понимаете, что у вас еще есть порох в пороховницах, да? Вот. И, по сути, вы готовы работать и трудиться над своей жизнью, там, да, и над своими целями. Хорошо. Давайте тогда вот мы вот кладем в круг этого товарища. И с вами сейчас сделаем круг из карт. Да, круг из карт. Карточный круг. У нас будет карточный круг. Давайте вот так вот, значит, мы кладем, да, и будем вот так вот его всячески вот так разворачивать этот круг, чтобы он растянулся действительно на круг. Вот так это делается. Все, значит, товарищ, ну пусть лицо покажет свое. Вот, видите, вот так вот. И мы теперь будем пускать наш камушек, да, в совершенно произвольном порядке. Мы не знаем, какие тут карты. И несколько раз его пустим и посмотрим, а что за карты у вас выпадут, да, на предстоящие события в ближайшем будущем. Итак, давайте. Куда-то укатился. Сейчас мы его снова попробуем пустить. Давайте вот сначала попробуем вот так. Ой, ну что ж ты у меня не получаешься-то? Хорошо. Давайте тогда вот так. Смотрите. Вот, все. Видите, он указал вот на эту карту. Мы ее отбираем сюда. Так, берем еще раз его катим куда-нибудь. Вот он указал на эту карту. Видите, вот на эту. Хорошо. Как-то вот он у меня не умеет кататься. Надо было, может быть, что-то другое взять. Так, и давайте вот так его еще пустим. Вот. Ну, вот здесь остановился, ладно. Не умею я, короче, катать эти карты. Камни не умею катать. Вот. Ну, вот у нас 3 карты с вами есть. Давайте смотреть события, значит, там. Первая карта у нас, значит, Джокер выпала. Ничего себе, Джокер. Вторая карта у нас тут 2 треф. И 3-я карта десятка бубен. Да, десятка бубен. Карты у вас, кстати, на предстоящие события довольно необычные. Все-таки камень выбрал. Самое интересное, да, что мы непонятно, как там в этот камень катали, но он все-таки выбрал хорошие, интересные карты. Ну, значит, судьба такая у вас, судьба. Вот смотрите, у нас тут первый, значит, Джокер. Джокер символизирует карту шута, на самом деле, как вы помните, да, это какое-то начало. И вот ваши предстоящие события в жизни в первую очередь связаны с этим началом, да. То есть получается так, что у вас, значит, ну вот как будто бы начинается какой-то новый путь в скором времени, да, или новое знакомство, и вам нужно выйти за пределы своей зоны комфорта. То есть, получается, может быть, вы поедете куда-то, может быть, вы просто попадаете в новое общество, в новый коллектив, может быть, какой-то, да, или в новую среду. И, соответственно, вам необычно. Вот это выход из зоны комфорта, потому что вам совершенно необычно. Вы себя ощущаете вот как будто бы вы какой-то вот странный такой новый совершенно человек в каком-то другом мире, да. И вам нужно в этом другом мире построить свою новую судьбу. Вот как будто бы вот проложил человек в жизни себе новый путь, счастливый путь, да, и вот он начинает по нему идти. И смотрите, следующая карта у нас это 2 треф, да. Она показывает здесь, что мужчина и женщина общаются, разговаривают. Мужчина женщину за руку держит. И, значит, в скором времени вам придется с кем-то пофлиртовать, пообщаться, да, что кто-то будет обращать на вас внимание. Между прочим, здесь у нас танец, здесь у нас, вот знаете, такое вот как знакомство или общение. Здесь есть взаимодействие между мужчиной и женщиной. Соответственно, вы с кем-то будете либо в партнерстве в скором времени, либо у вас будут разворачиваться любовные отношения, такие прям яркие, интересные, да. И значит, что вы будете, в принципе, счастливы в скором времени. Ну, а почему бы и нет? Почему бы не быть счастливым человеком, да?
И вы знаете, вот как будто бы вы счастливы будете, общаясь именно, взаимодействуя с каким-то человеком, который дарит вам это счастье или который ну, помогает вам ощутить себя более таким раскованным, да, более без комплексов и более, ну, может быть, любимым человеком или любвеобильным человеком. Ну, то есть тем, на кого все-таки обращают внимание, и тем, кого ценят больше, да. Вообще, эта карта такая светлая, она говорит о том, что люди вот узнают друг друга, людям интересно, и никто не держит там ни на какого зла, ничего, а именно по-доброму общается и заглядывает в глаза, да, и смотрит там, может быть, есть какая-то действительно перспектива, надежда на будущее. Ну вот. И дальше мы видим, значит, десятку бубен. Она показывает букет, да, то есть это уже, видите, смесь, вот эта колода Ленорман, игральных карт и Таро, понимаете? Она показывает букет. И мы здесь видим, значит, сад, мы видим букет, и, значит, идет наслаждение. То есть вам в жизни скоро идет наслаждение. То есть следующее событие, да, оно показывает подарок какой-то. Может быть, ухаживание, проявление знаков внимания, может быть, какие-то там сюрпризы, но именно какие-то теплые сюрпризы и хорошие слова. Может быть, будет предложение руки и сердца, если вы женщина. А если вы мужчина, ну, так получается, да, что вам так приятно с какой-то дамой, что вы хотели бы, чтобы у нее были там цветы, например, или чтобы у нее были тоже вот, ну, такие счастливые моменты, да, что вы романтически на нее настроены, и вам хочется для нее что-то делать. Ну, там звать куда-то на свидание, в ресторан, прогуляться или съездить на море. Вообще карты, смотрите, вот такие прям нежные, да, и видно, что камушек хоть и катался как-то, как казалось, неправильно, а выбрал именно вот такую теплую любовную историю. Новое начало и вот пара, да, пара, где есть все-таки там друг другу какие-то сюрпризы, подарки. Вообще сад вот этот считается семейным садом, и, соответственно, у вас может быть очень такая хорошая обстановка в семье в скором времени. И если у вас уже есть семья, просто налаживание отношений в семье, там, ну, не знаю, муж жене дарит какие-то вещи, да, хорошие, там, зовет куда-то. А если у вас нет семьи, то она появится, да, и у вас все в этой семье будет очень-очень хорошо. Вообще очень светлые карты, мне очень нравятся такие карты. И смотрите, вот сама колода, да, она мне симпатична. И в итоге вы, ну, вышли в первой позиции, ну, как бы, пусть и жребием, да, но очень хорошие такие карты. Мне нравится. Пишите, понравился ли вам такой прогноз, потому что, ну, действительно, вот он очень теплый, на самом деле теплый. Прогноз о хорошей светлой любви, да, в скором времени. Ну, значит, из вот такого вот какого-то немножечко трудолюбивого такого человечка, да, не очень, может быть, романтичного, вы станете, ну, как бы совершенно другим. И если вы женщина, у вас появится много женской энергии по сравнению с тем, что было. Если же в вашей жизни сейчас занимает место, допустим, если вы женщина, какой-то мужчина, то у вас с ним явно развернется вот любовная история, но по-новому как-то, да, как-то вот иначе. Ну, либо может появиться какой-то очень теплый новый человек в жизни. Ну, вот такой ответ у нас по первой позиции дали карты. А мы идем с вами дальше. Я сейчас смешаю снова те карты, которые у нас выходили, да, в первой позиции. И мы с вами, значит, возьмем сейчас этот камушек, будем навостримся его катать и пойдем к позиции номер 2. Значит, у нас желтые духи, желтые. Ставим сюда. И первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Так, тройка бубен. Ну, хорошая карта. Она показывает, что человек довольно стабильный, стабильно живет, и все у него как-то в жизни так более-менее одинаково каждый день. Ну, то есть там, допустим, семья, дом, работа или какой-то вот жизненный уклад определенный одинаковый. И часто не меняется обстановка, она меняется довольно редко у вас. То есть вы, получается,
ну, как бы привыкли общаться с одними и теми же людьми, взаимодействовать, да, видеть кого-то каждый день или, там, допустим, никого, делать одни и те же дела, и вот как-то нет у вас каких-то качелей, да. Понимаете, эта карта, она очень часто показывает человека, который довольно коммуникабелен, на самом деле коммуникабелен, и очень хорошо общается с людьми. Но вот он весь ровный, вот он весь стабильный, вот он старается никогда не выходить за рамки там, приличия, например. Он не экстравагантный и никого там не поражает своим словцом там, красным, да. А наоборот, вот вы приличный такой человек, хороший, добродушный, который готов с людьми, то есть взаимодействовать и идти им навстречу. Вообще еще такой момент, тут мебель, да, у нас такая красивая, дорогая мебель. Вы умеете создавать там уютный дом или сейчас занимаетесь этим, да, то есть чтобы вот обстановка в доме была как-то лучше. Вы хотите сделать уютнее ваш дом. Вот может такое быть. И вы трудолюбивые, вы хотите, чтобы люди вас уважали. Вы не гонитесь, конечно, за этим там фанатично, да, но вы хотите, чтобы вас уважали, чтобы хорошо к вам люди относились. Вот. Человек вы слово, человек вы действие. То есть, когда вы что-то сказали, вы обязательно все это исполните. На вас можно положиться. Ну и в жизни сейчас у вас все как-то вот ровно, знаете, нет определенных каких-то событий. Вот ровно, вот просто одинаково. Как-то вы немножко устаканились, и все. Хорошо, давайте сделаем наш круг. Я сразу говорю, у меня плохо с катанием камня. Может быть, надо взять другой камень просто. Ну-ка, давайте поищем сейчас нам с вами другой камень. Вот этот камень, который у меня есть, он какой-то не очень, я вам честно скажу. Он хороший, он красивый очень, да, но он не подходит, наверное. Сейчас мы с вами найдем другой камень, да, который можно вот маленький, чтобы он был, и мы его бы бросили, и он бы на какую-нибудь бы там взял и карту бы какую-нибудь упал, да. Вот просто взял бы и упал куда-нибудь. Вот у меня были совсем мелкие камни, но вот что-то прям, когда надо, ты знаете, когда надо, не найдешь так быстро, да. А камней у меня, правда, очень много, сотнями, слушайте, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у меня сотни камней, помогите. Обложили, да. Обложили меня со всех сторон. Так, у меня есть вот такой, смотрите, и вот такой. Интересные камушки. Ну, давайте вот возьмем вот этот, будем его так кидать, да, кидать. Может, он куда-нибудь упадет нормально. И в третьей позиции вот этот, что ли, подкинем. Посмотрим. Так, давайте, значит, разворачиваем наш круг, да. Разворачиваем наш круг. Вот так берем и начинаем его кружить и закруживать. Чтобы был вот прям гадальный круг. Круг наших карт с вами, да? Круг карт гадальный. Вот, все. Закружили нашу мебель. Можно, значит, как-то выдвинуть, чтобы понятно было, что вы не человек, а стул. Все, значит, мы так и сделали. И кидаем. Давайте его кинем. Прям возьмем вот так за булыжник, забулыжим. Ну и что ты мне сюда? Давайте снова. Раз, два, три. Вот, научился товарищ. Вот эту карту, значит, берем. Значит, наше первое событие. Ну, события, предстоящие события в вашей жизни, да, какие? Значит, дальше кидаем. Вот, значит, у нас куда-то мы кинули, вот на эту карту попала, да? И дальше вот в ту степь хочу кинуть вот сейчас. Ага, вот сюда ты попал, да, все-таки? Ладно. Тянет его на площадку, да? Где площадка есть, там ему удобней. Вот наши, значит, 3 карты. Давайте их потихонечку открывать. Тут у нас, ой, король пик, мужчина, император. Смотрите, какой, да? Дальше, ой, корабль. Корабль, 6 пик. Ну, корабль это хорошо, должно быть так. Мужчина, корабль. И туз бубен, мир. Угу. Мир. Это очень хорошие карты. Честно, очень хорошие карты. Смотрите, тут может быть все просто. Гость издалека приедет. Или вы поедете к какому-нибудь мужчине очень-очень далеко, если вы особенно женщина. А если вы мужчина, то вы, мужчина, можете переехать даже куда-то, судя по всему. Но едете вы или переезжаете в связи с тем, что у вас должно там быть очень высокое положение, да, в жизни. То есть вы за деньгами, как будто как куда-то за деньгами можете поехать, да. Вообще император — это такая карта,
показывающая, на самом деле, очень самостоятельного лидера мужчину, который, ну, как сказать, авторитет, настоящий авторитет, да. И вот в скором времени, неважно, мужчина вы или женщина, вам все равно придется, скорее всего, пообщаться с авторитетом. Ну вот действительно, просто с авторитетом, с таким вот лидером. Даже если вы тоже лидер, но вам придется пообщаться с лидером. И он, этот лидер, он может вам в жизни дать вот какой-то старт, да. Этот старт, допустим, как помогает там подняться в обществе, там, по социальной лестнице, по карьерной лестнице, например, такой старт может помогать, да. И еще, ну, мудрости добавляет, хорошие советы может дать, поднять уровень дохода, если это ваш начальник, посадить в руководящее кресло, особенно мужчину здесь, может другой мужчина, да, какой-то важный, или порекомендовать его на очень хорошую работу, позвать с собой сотрудничать. Но для женщины это, конечно, мужчина. Причем вот не просто мужчина, вот тут и есть какая-то история, да, вот это же Таро Джейн Остин, тут какая-то история есть, что сначала этого мужчину эта женщина отвергла, а потом все поменялось как-то в жизни, да, и этот мужчина стал он совсем другим, он подошел к вопросу отношений с более мудрой точки зрения, вот он как будто начал исправляться, этот мужчина. И вот посмотрите, вот для женщины может означать, что даже вот какой-то мужчина в любви, да, реабилитируется в глазах этой женщины, то есть станет мудрым. А может быть еще такое, что если вы одинокая женщина, вы встретите мужчину, который был в отношениях до этого, он там наворотил делов, наделал ошибок, да, в прошлых отношениях. Но сейчас он уже больше ошибок делать не будет, да. И он сейчас уже мудро подходит к вопросу отношений. Но он авторитет, он властный, и он совершенно, вот знаете, вот он не собирается кому-то там потакать, он не собирается уступать в отношениях все равно. Он будет главнее, но он, опять же, берет ответственность. То есть это не такой вот самодур, такой давящий, да, там я пойду тебе изменять, а ты сиди тут дома, нет. Это наоборот человек, подходящий к вопросам семьи, очень так совестливо, да, с честью. Но и содержать такой человек может, он богатый мужчина, скорее всего, состоятельный должен быть, ну или хотя бы просто самостоятельный. И есть у него, у такого мужчины, чаще всего недвижимость своя. То есть вот хороший какой-то человек. Ну, допустим, если бы я сейчас гадала своей маме и знала бы, да, что, ну, там, допустим, она не собирается выходить замуж в ближайшее время, я бы сказала, вот твой начальник, да, на работе проявит к тебе лояльность и, скорее всего, поднимет тебе зарплату, да. Ну, я бы тоже вот могла так сказать, или повысить, вот. Если бы я гадала, там, допустим, своей сестре, да, я бы сказала, что там, ну, какой-то мужчина попытается, твой мужчина, в твоих глазах реабилитироваться. Или в твоей жизни появится очень конкретный мужчина, который уже не даст другому мужчине реабилитироваться, а затмит с собой все. Вот. Поэтому тут вот по-разному можно, да, по-разному. А если вы мужчина, да, вы приобретете явно авторитет, и вот какой-то мужчина даст вам старт, да, вот потому что дальше корабль, и вы поднимаетесь вверх в жизни, и благодаря там авторитету какого-то человека. Вообще, вот мне нравится этот корабль, и вот очень мне нравится, потому что можно отправиться в путешествие, да. Он отправляется к новым берегам, он позади оставляет старые разочарования. Да, это дорога, это может быть дорога по темноте, поздняя дорога в скором времени вашей жизни, и переезд также может быть, и путешествие. Но также это может быть не переезд, не путешествие, не дорога, а именно оставить старые разочарования, начать новую жизнь. Выплыть из каких-то проблем и трудностей в скором времени, понимаете? Выплыть, вот просто взять и выплыть из проблем и трудностей.
И поможет в этом наш император, понимаете? Это поможет. Он, скорее всего, должен быть темноволос. Здесь показан мужчина с там, темно-русыми или среднерусыми волосами, коричневыми, да, как говорят, или даже, может быть, чуть-чуть шатенный, если так хорошо посмотреть. Но вообще король пик, конечно, чаще всего темноволос. Вот. Но вы можете как на картинку ориентироваться, так и на образ самого. Ну, короля пик, императора, да, который тоже Овен у нас, например. Вот император — это Овен. Или просто очень такой ядреный мужчина с Марсом. Все-таки в натальной карте хорошим таким ядреным Марсом, который все-таки отвечает там, да, за его лидерские качества, за его воинственность, за его мощь. А дальше мир. Вот смотрите, вы выплываете и плывете в карту мир. А что такое мир? Вот вы куда-то вкладывали силы, вы что-то делали, идет удачное завершение проекта или какой-то работы, вы подводите итоги своей жизни, своей деятельности, работы или отношений, и нужно уже выходить на новый уровень, ставить новые цели, делать что-то новое, совершенно новое в своей жизни. Вот я считаю, мир — это хорошая, конечно, карта, но она, да, она является итогом. То есть вы будете подводить итоги и скажете, что да, я во многом преуспела. В скором времени вы так и скажете себе. Мир поднимает уровень благосостояния. Мир дает, опять же, возможности для переезда. Мир возможности для путешествий открывает, для изучения иностранных языков, для того, чтобы общаться с иностранцами, тоже открывает возможности. Поэтому да, это такая карта многогранная, я вам скажу, многогранная. Но при этом она очень хорошая, она всегда показывает именно, что вы достигли чего-то. Мир очень часто объявляет о свадьбе, о заключении брака, о предложениях руки и сердца. Если кого-то это интересует в скором времени, то вы можете получить такое предложение. Ну и вообще мир — это, да, вот вы один круг завершили и пошли на новый круг, да. То есть очень хорошая карта. Смотрите, какая красивая. Вообще, смотрите, какие-то красивые карты, потрясающие, как я их люблю. Ну, вот такая у нас вторая позиция. Позиция замечательная, мне показалась, да? Может быть, она замечательная даже. Хорошо, давайте древнее гадание наше продолжаем на Таро. И теперь переходим к третьей позиции. Я вот обратно убираю эти карты в колоду. Обратно убираю. И идем к третьей позиции. Значит, у нас тут духи уже будут голубые, да? Голубенькие. Голубенькие, красивенькие духи. Так, эта карта, это вы сейчас, в каком аркане вы сейчас живете, да? И камушек вот этот будем бросать с вами. Такой красивый камушек. Он называется лазурит. Да, это лазурит. Ну, кто-то считает, что так много, если серого, то это уже типа не лазурит. Но все равно для меня лазурит. Вот. Кто-то говорит, что это содолит. Ну нет, это слишком голубой для содолит цвет. То есть эти вкрапления явно говорят о лазурите. Итак, ваша первая карта, значит. Кто вы, в каком аркане живете? Вы у нас солнышко, колоколнышко, девятка, треф. Очень хорошая карта. Я считаю, что если вы в этой карте находитесь, значит, у вас сейчас в жизни очень много возможностей для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Вы сейчас на пороге того, чтобы привлекать к себе как можно больше финансов, денег, благосостояния, как можно больше людей. Вы в центре внимания, вы центральная фигура. И, соответственно, вы привлекаете очень много позитивной энергии. Вы буквально светитесь, вы лучитесь. И, конечно же, люди обращают на вас внимание, они видят, насколько вы светлый человечек такой, да, красивый. Может быть, сейчас улучшается ваша внешность на данный момент жизни, да, улучшается ваша внешность и не только внутренние качества. И, соответственно, эта карта, она показывает дар актерского мастерства. Дар может быть, ну, там, быть на сцене, да, сверкать на сцене или прославиться. То есть все равно вы как-то, вот, ну, может быть, притягательны для общественности. У вас есть, там, допустим, талант
ну, там, петь или, там, может быть, писать стихи или писать статьи, да, может быть, книги. То есть что-то, вот художественный талант, да, и вы можете его проявлять. То есть у вас есть все возможности для того, чтобы стать более известным, популярным человеком. Многие обращают просто на вас внимание, допустим, по работе, например. Ну, когда на человека ориентируются, да, или равняются все, или надеются все на него, да. Или в семье даже хотя бы вы, ну, какая-то центральная фигура, на которую все рассчитывают. Вот. Но карта очень позитивная, честно вам скажу. То есть вы сейчас наполняетесь позитивной энергией в жизни. Это совершенно точно. Ну и очень привлекательны для противоположного пола. Я думаю, что однозначно. Хорошо, давайте раскладывать наш круг. Круг добра и любви. Ну и будущих событий, предстоящих событий в вашей жизни, да. То есть мы вот так сейчас его раскатаем, этот круг. Ну, у меня так своеобразный круг получается. Я тяп-ляп там, да. Тяп-ляп и готово. Как получается, так получается. Вот. Мы же тут древние гадания делаем. Каждый день такое не приходится делать. Хорошо. Вот у нас есть камушек, мы сейчас его будем подкидывать туда картам. И на какую карту он упадет, значит, мы ее будем тянуть. 3 карты вытянем на предстоящие события вашей жизни. Так, вот первая, значит, карта. Первая. Так, значит, тыдыщ. Вторая. Ну и куда еще кинем там, я не знаю, да? Давайте вот сюда. Ага, вот он указал вот именно на эту карту, вот она торчит. Смотрите, как он указывает, да? Вот раз, это из-под низа возьми. Вот, наши 3 карты. Хорошо, давайте переворачивать. Что вас ждет? Ух ты, какой чайник прикольный, туз-треф, сила. Главное, сила ведь, смотрите. Да. Или как? Ну да, сила должна быть, сила. Дальше, значит, книги, 10 треф. И валет бубен, звезда. О, какие хорошие карты. А вы настоящая звезда. Вы у нас солнце. Солнце это и есть звезда. Многие мне там пишут, да, постоянно. Разве же это планета? Ну, солнце, конечно, как его все равно берут как планетарный управитель в зодиаке. Итак, хорошо, давайте приступим к нашей трактовке. Мы начнем изучать наш туз-треф. Смотрите, какой чайник прикольный. Такая красивая прям карта, одна из моих любимых на самом деле в этой колоде. Я вот ее увидела в первый раз, когда, да, и сразу же эта карта у меня самая центральная такая была. Но я, видимо, вот очень люблю чай, кофе, особенно кофе. И, соответственно, вот уютная такая карта, очень уютная. Ну, значит, смотрите, в ближайшем будущем, судя по этой замечательной карте, у вас идет, ну, что-то как, ну, прорыв какой-то, да? Улучшение, во-первых, вашего положения, во-вторых, избавление от каких-то трудностей и проблем, в-третьих, наполнение, опять же, энергии, да, вы пышете жаром, просто пышете жаром, и у вас очень много энергии, чтобы творить, и у вас будет желание творить, будет вот буквально желание что-то делать. Вы знаете, вот я много раз сталкивалась с профессиональным выгоранием. Я знаю, что это такое. Многие люди сейчас пишут, вот именно в январе, не один, не два, а много человек, что идет вот в абсолютно разных профессиях профессиональное выгорание. И я знаю, что такое, когда ты встаешь утром и думаешь, а я ничего не хочу делать. Не хочу, и все. Я не хочу никакие видео писать. Я не хочу никому гадать. Я не хочу даже посты в свою группу ВКонтакте делать, хотя у меня там, ну, группа, вот ей уже скоро 15 лет, вот, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, ничего не хочу, вот, ну, ничего не хочу. И вот, знаете, вот такое чувство становится вот такое вот ужасное, да, что я как-то вот в тупике, я запутался. Это называется профессиональное выгорание. То есть меня уже не радует эта работа, вообще ничего не радует. Чаще всего именно по работе такое, да, что приходишь на работу, никакого желания там сидеть вообще. А бывает противоположное состояние, когда у тебя что-то вдруг проснулось, да, проснулась и улыбнулась, и потянулась, и сказала, я хочу творить, я хочу делать, меня все радует, и вообще у меня новые идеи пошли. Вот чайник, он буквально кипит этими новыми идеями.
Вот это сила, это настоящая сила. Это вот, не знаю, пусть мужская энергия этого туза, но все равно это сила. Это начало. Вот как будто бы вы захотите, вы уже солнышко, вы уже блещете, да, вы уже там источаете множество лучистой энергии, и скоро вы еще и будете жаром пыхать, да, на всех, уже жарить всех будете. Ну и, соответственно, вот у вас будут новые идеи, новое начало, может быть, какого-то проекта, дела, вам будет интересно. Но когда вы его начнете, вы погрузитесь вот просто с головой в это дело. Это 10 треф, с головой. Когда человек во что-то погрузился с головой, он взял тонну книг и все их решил перечитать. То есть вы прям засучив рукава будете, да, работать. Ну и получается, что вам придется переделать целую кучу всего. Или изучить целую кучу всего, что вы делаете ставку на будущее. У вас залог на будущее идет, что да, я вот сейчас изучу, потружусь, да, покраплю там над учебниками или над какими-нибудь там трудами, книгами, талмудами, но потом у меня будут денежки, или там будет слава, или будет все вместе, или там, ну, какие-то достижения, да. Получается, что вам придется скоро поработать в жизни. Но это будет для вас в удовольствие. То есть не так, что вот вы под каторгой, а именно настоящее человеческое удовольствие от работы, от деятельности там, да. И я считаю, это радость. Радость, когда ты можешь работать и радоваться тому, что у тебя все получается. Вообще, когда получается, реально и работать хочется, правильно? А когда не получается, ну, как-то вот уже не очень. Когда у тебя целая куча препятствий или вообще там, ну, ты не понимаешь, что тебе делать. Вот. А вы как-то будете понимать, ну, или, по крайней мере, изучать как. Ну, и дальше мы видим звезду. Звезда — это мало того надежда на лучшее в жизни, да, но это еще и слава и почет, и могут быть какие-то путешествия по звезде, общение с иностранцами, выход на новую аудиторию, на новую клиентуру, да, на новые какие-то сделки, контракты, может быть. Ну, а может, просто новое знакомство будет с человеком, который живет сейчас на расстоянии от вас. Тогда это знакомство для любви, для отношений. На самом деле наша звезда — это такая история, да. То есть девушка тут в детстве осиротела, но выросла и стала и петь, и играть на пианино, и шить, и она счастливо вышла замуж. То есть, понимаете, вот я считаю это прекрасно, что есть такие истории, когда человек поднял себя, он смог, он выбрался из трудностей, да еще и стал счастливым человеком. И да, нужно уметь проходить любые проблемы, любые препятствия, но в итоге быть счастливым человеком. И вот здесь, может быть, вот эта карта, она подсказывает, да, что если вы одиноки, то вы можете жениться или выйти замуж в скором времени, потому что, эта карта, она показывает счастливое замужество, брак. И, соответственно, для мужчины это встреча с леди, которая его моложе, но которая уже имеет некий опыт в жизни, потому что она звезда, и она прошла трудности. Есть даже молодые девушки или мужчины, у кого в жизни было очень много проблем, и они повзрослели раньше. И, соответственно, даже если вы, допустим, вы молодой человек, но вы старше этой девушки, то это ничего не значит, что она там глупее вас, например, а просто у нее много опыта в жизни. Так получилось, да? И также точно, если вы девушка, если мужчина вас старше, это не значит, что он будет относиться к вам пренебрежительно. Он может очень уважительно относиться к вашему интеллекту, к вашему воспитанию или к вашей мудрости. Поэтому все хорошо здесь. Получается, что такая девушка может выйти только за любимого замуж. Поэтому здесь только по чувствам, да, только по симпатии, а не по материальному интересу или еще что-нибудь в этом духе. Вот такой ответ у нас по 3-й позиции вышел. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. А еще, я так тороплюсь прям что-то. А еще я вас очень попрошу написать мнение об этом видео, да, нравятся ли вам новогодние старинные гадания. И попрошу, я сегодня буду выпускать, не обязательно сегодня смотреть, да, видео на iLife, на канале iLife.
тоже старинное новогоднее гадание, и на канале «Гадание, заговор, ритуалы» Карина. Я очень вас прошу, посмотреть и там мои видео, потому что они очень интересные, новогодние гадания. Если вам понравились, обязательно смотрите. Всем пока и до новых встреч. Пишите мнение о колоде Джейн Остин.